Турнирный покер — это особый тип соревнований со своей атмосферой. Именно в МТТ, в теории, проще всего реализовать ту самую покерную мечту, вложив небольшую сумму, выиграть в десятки, а то и в тысячи раз больше. Правда, чтобы это сделать, нужно продержаться в турнире дольше других. Даже чтобы просто отбить стоимость билета, нужно обойти около 85% конкурентов, ведь обычно в призы попадают около 15% от всех участников. Значит ли это, что шанс попасть в деньги равен 15%? Грубо говоря, в среднем так и есть, однако данное значение справедливо при условии, что в событии все участники приблизительно равны по уровню навыков и в понимании стратегии. В действительности такое случается редко, и чем больше участников в турнире, тем внушительная разница между сильнейшими и слабейшими покеристами. И здесь в дело вступает простая математика вероятностей. В одном конкретном событии любой представитель покерного подводного мира может оказаться на пьедестале, в то время как лучший мастер вылетит еще на старте. Однако на дистанции именно мастер будет оказываться в призовой зоне чаще, и чем значительнее его преимущество, тем выше будет процент ITM – in the money – процент попадания в деньги. Но как добиться хороших результатов в МТТ? Как чаще оформлять дип-раны и даже побеждать в турнирах? В новом видео мы даем 6 советов, которые при правильном использовании точно улучшат ваши результаты. Подпишитесь на Академию Покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Сразу предупредим, что мы не будем делать акцент на самых очевидных банальностях. Почему нет? Потому что. И еноту понятно, насколько важно в профессиональном турнирном покере знать префлоп-диапазоны для разной глубины стеков, а также ориентироваться в спектрах пуш-фолда с учетом модели ICM. Это азы, с которых нужно начинать обучение. Мы же рассмотрим другие важные факторы. И первый из них — борьба за блайнды. Да, это вроде бы не менее очевидный момент, однако вы себе даже не представляете, как много игроков недооценивают влияние агрессивного стилинга и рестилов на результат. Напомним, что стартовый банк формируется за счет малого и большого блайндов, а также анте. Начальный пот является главным мотиватором к борьбе в любой разновидности покера. Но в МТТ эта механика проявляется намного сильнее, чем в кэше. В кэше недостаточная агрессия на баттоне и блайндах также понемногу уничтожает банкролл. Однако в каждой новой раздаче игрок докупается до начального уровня и порой даже не замечает потери, пока не заглянет в кассу. В МТТ же последствия проявляются намного быстрее. Если на первых уровнях потери также кажутся не самыми страшными, то уже через пару повышений стоимости блайндов стек начинает стремительно испаряться. Уже к середине турнира потеря каждого блайнда приближает игрока к катастрофе, если до этого он не успел разжиться фишками соперников. Чтобы не опускаться на дно, следует активно атаковать чужие слепые ставки. В МТТ частота open-рейзов на поздних позициях значительно выше, чем в кэше. Причина как раз в увеличенном банке и пониженном сайзинге стилов. В турнирах принято атаковать блайнды рейзами в 2 ББ или 2,25 ББ. При этом стартовый пот составляет от 2,5 до 3,5 ББ в зависимости от правил сбора анте. Соответственно, стиллер получает отличную мотивацию для открытия, а блайнды не менее хорошую мотивацию для защиты своих ставок. При этом в противостоянии блайндов вообще задействуется до 80% всех возможных рук. Чтобы это было возможно, малый блайнд сплитует стратегию на open-рейзы и лимпы с подавляющим преимуществом последних. А теперь немного математики. Чтобы стил был плюсовым с точки зрения ожидания, нужно, чтобы соперники отдавали банк в половине случаев. Это не считая ситуаций, когда мы выиграем на постфлопе. Просто фолды. Естественно, компетентные регуляры не будут радовать нас такой пассивностью, но на одного регуляра, особенно на микролимитах, приходится по 5-6 любителей, рандомно нажимающих кнопки, что называется, по настроению. Одни обороняются слишком узко, другие слишком широко. Оба варианта выгодны для нас. Тайтовые соперники будут отдавать нам свои блайнды без борьбы, а лузовые просто не смогут защищать широкие диапазоны и на дистанции отдадут еще больше на постфлопе. Очевидно, что в первую очередь мы должны использовать преимущество относительной позиции на баттоне, ведь на постфлопе мы всегда будем действовать последними
и реализовывать больше эквити. Но и на малом блайнде стоит действовать активно, особенно против пассивных соперников. При Open Raise размером в 3,5 ББ нам нужно, чтобы оппонент выбрасывал 57% рук, чтобы мы вышли в ноль. Опять же, без учета постфлопа, где мы также иногда окажемся с сильной рукой. Соответственно, если соперник на большом блайнде выбрасывает чаще, каждый наш Open Raise на малом генерирует автоматическую прибыль, а в контексте турнирного покера продлевает выживание. Что касается защиты от стилов, то основную нагрузку на себя берет большой блайнд. И это понятно. Мало того, что он внес 1 ББ в банк, в живых турнирах с него могли взять еще 1 или 2 ББ в качестве анте, что дает ему выгодные шансы банка, плюс он завершает торговлю на префлопе. Однако сказать, что нужно защищаться как можно шире, нельзя. Это чревато в противостоянии с сильными оппонентами. Для большого блайнда важно знать оптимальные диапазоны защиты и стараться действовать строго по ГТО. Это как минимум гарантирует умеренную защиту и позволит избежать быстрого разорения. Адаптировать диапазоны стоит только при обнаружении серьезных ликов у соперников. Например, если стиллер легко сдается на постфлопе, его выгодно выводить на постфлоп чуть более широкими колами. Если у противника огромный фолд на 3-бет, стоит расширить спектр 3-бета за счет слабых рук. Закрепим нашу аксиому. Стилинг и защита блайндов — это центральная механика турнирного покера. Именно ее правильное использование позволяет сохранять и накапливать фишки к поздним этапам. А на канале уже есть видео о лучших блефах знаменитостей. 5 блефов, которые точно стоит увидеть. Смотрите это видео следующим. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Размер стеков — решающий фактор в адаптации стратегии. Но как именно запас фишек влияет на диапазоны? Самый наглядный пример — push-fold при стеках менее 20 или 10 ББ. На этом критическом уровне мы не хотим видеть общие карты, мы наоборот стремимся реализовать чистое эквити наших рук. Представьте, у вас карманные двойки и 10 ББ за спиной. Будем сет-майнить? А зачем, если у нас и так более 50% эквити против непарных сочетаний? Мы не хотим смотреть флоп, на котором всегда будут оверкарты. Лучше запушить, заодно сгенерировав фолд эквити. Вдруг все сфолдят, и мы просто заберем стартовый пот. Совсем другое дело в глубоких стеках, когда мы вообще почти никогда не выставляемся all-in на префлопе. Мы можем часто 3-бетить и 4-бетить, и это правильно, но пуш — слишком рискованная и не всегда оправданная затея. Ну а что в средних стеках? Речь об уровне от 40 до 20 ББ. И это коварные значения, которые вынуждают пересматривать диапазоны. Но, как показывает практика, умеют это делать далеко не все. Суть в том, чтобы уводить в 3-бет больше маргинальных рук с блокерами. Например, одномастные туз-6 или король 9 повышают фолд эквити, а при ответном пуше спокойно отправляют в пас. Но вот у нас в руках король и дама. Вроде бы очевиднейший стартер для 3-бета, верно? Да, рука действительно прекрасная. Здесь и блокеры, и перспектива на высокую топ-пару, и коннектор. Но представим, что в ответ на 3-бет соперник, почесав затылок, объявляет пуш. И вот у нас такой прекрасный стартер. Но хотим ли мы с ним выставляться на 20 или 30 ББ? На 15 мы готовы, но на большее, очевидно, нет. Такие all-ины явно испортят нам средние ожидания. Поэтому нам выгоднее смешать спектр 3-бета в сторону поляризации, добавляя маргинальщину, задача которой получить фолд. Не удалось, смотрим на общие карты или сразу выбрасываем. Ну а сильные комбинации, которые, тем не менее, не готовы выставляться на весь стек, лучше посмотреть флоп подешевле. Так реализация их эквити становится полноценной. Стоит понимать, что стратегия в МТТ в целом куда больше ориентирована на постфлоп, чем в кэше. В турнирах нет ничего зазорного в колах Open Raise на баттоне или малом блайнде. Однако многие игроки, особенно любители, возводят пассивность на префлопе в абсолют. Они просто переходят на постфлоп, где часто вынуждены сдаваться против контбетов от некапнутых диапазонов агрессоров. На самом деле, крайне важно атаковать соперников чистыми 3-бетами, особенно при большом запасе фишек. Дело в том, что при уменьшении стеков соперники становятся все осторожнее и все неохотнее дарят нам фишки, предпочитая выбросить и подождать руки получше. А в большой глубине мы чаще видим колы, ведь оппоненты не считают существенной величину кола в 3-4 ББ при стеках в 100 ББ. Однако на постфлопе они часто не могут сопротивляться, отдавая нам больше фишек, чем мы
вы получили бы при фолде. Стоит ли напоминать, как это влияет на укрепление нашего чека и на перспективу выживания в турнире? Так что совет таков. Очень частые линейные 3-беты в глубоких стеках, особенно в позиции. А в другом видео на нашем канале мы разобрали топ-колов на ривере от профессионалов. Не забудьте посмотреть. Еще 10 лет назад этого пункта в нашем видео просто не было бы. Стандартом был конт-бет на флопе с частотой 100%. Вроде логично. Мы атаковали на префлопе, у нас сильный диапазон, мы можем продолжать давление. Однако солверы давно сломали эту простую схему. Они наполнили диапазоны коллера такой частотой рейзов и чек-рейзов, что желание ставить всем спектром пропало даже у многих любителей. Сегодня даже слабые игроки понимают, что существуют текстуры агрессора и текстуры коллера, а компетентные регуляры даже умеют этим знанием пользоваться. Поэтому прежде чем бездумно поставить очередной конт-бет, нужно задать себе 4 вопроса. К какому диапазону лучше подошел флоп? У кого больше натсов на этой текстуре? Понимает ли оппонент собственные преимущества на своих бордах? Каков в целом спектр соперника? Нет нужды находить точные ответы на эти вопросы, но они позволяют быстро сориентироваться в ситуации и принять осознанное решение. Например, мы открылись с ранней позиции, нас заколировал большой блайнд. Вышла доска 9-7-6 радугой. Кажется, у нас не капнутый диапазон со всеми оверпарами. Но задаем себе вопросы и видим неутешительную картину. У соперника намного больше рук, которые хорошо зацепились за доску, в том числе стрит-дро и гадшоты. Больше у него и натсов в виде сетов, доперов и готовых стритов. Допустим, мы поставим со своими тузами. Будем ли мы рады, когда соперник объявит 3-бет? Готовы ли мы идти до конца с тузами, когда оппонент может выбить нас из турнира? Естественно, важно ответить и на последние 2 вопроса. А они сложнее, ведь для ответа нужно понимать уровень соперника и его особенности, что не всегда просто. Например, он может не понимать преимущества своего диапазона и проявит агрессию только с натсами, проигнорировав блефы. Или он калирует в целом с более широкими диапазонами, чем положено, в том числе с какими-нибудь карманными дамами. И все же в целом нам стоит быть осторожнее на чужих досках, но не забывать максимально агрессивно действовать на своих. Умение строить план на раздачу отличает сильных покеристов от посредственных. Слабый регуляр нередко действует, как он считает, по ситуации. Например, он ставит конт-бет, получает кол и задумывается о том, нужен ли второй баррель. Но сильный регуляр еще до конт-бета на флопе ответил себе на вопросы. Как я буду реагировать на чек-рейс? По какому ранауту я откажусь от второго барреля? С какой частью диапазона я буду доблефовывать ривер? Какая слабейшая комбинация подойдет для сбора value против остатков спектра у соперника? То есть для сильного игрока раздача — это не набор разрозненных ситуаций. Это единая история, состоящая из четких, связанных между собой глав. Естественно, очень часто приходится вносить коррективы, но именно наличие плана дает понимание необходимости отклонений, а также бережет концентрацию для самых сложных моментов. Дойти до стадии хедзапа – значительный результат. Однако для новичков он кажется, если недостижимым, то всегда случайным. Ведь даже попадание в деньги обычно вызывает затруднение, что уж говорить о финальном столе и тем более хедзапе. «Ну и зачем?» – спросит новичок. «Мне изучать эту вашу стратегию хедзапа, если я до этого этапа почти наверняка не дойду?» Как говорится, с таким отношением слона не продать. Действительно, вероятность попасть в хедзап совсем невысока даже математически. Но чем больше вы работаете над игрой 1 на 1, тем выше этот шанс. Все на самом деле просто. Хедзап – максимально сложная разновидность соревнования. Участники разыгрывают почти все руки, из-за чего стратегия загромождается неочевидными линиями с блокерами и анблокерами. И это не говоря о расширенных спектрах пуш-фолда даже в средних стеках. Чем глубже игрок погружается в теорию, чем тщательнее он прорабатывает спектры в солверах и тренажерах, тем быстрее растет его уровень покерного мышления. Его знания не ограничиваются хедзапом, так как он учится переносить логику на любые другие ситуации. Есть и важный практический момент. Участники хедзапа разыгрывают крупнейшие призы, и разница между выплатой за первое и второе место всегда крупнейшая в турнире. А работа над стратегией игры 1 на 1 увеличивает шанс на чемпионство и, соответственно, математическое ожидание. Естественно, работа над игрой в хедзапе должна дополняться изучением пуш-фолда в IC-майзере и запоминанием префлоп-чартов в разной глубине стеков. Но именно хедзап дает самый существенный буст в понимании стратегии. Ставьте лайк, подписывайтесь и не пропустите наше последнее видео о самых ярких фейлах в покере в прошлом году. Пока!